Я вас приветствую, мои друзья, но перед тем, как мы начнем, это, так скажем, то, что было в прошлой серии. А были мы с вами и в трамвае в Латвии, и встретили солнечного человека в России, видели байтерек в Казахстане, Регистан в Узбекистане, неожиданная встреча с полицией, длиннющие мосты в Китае, ночевка в палатке в Гонконге, самый знаменитый отель в мире в Сингапуре, отель от монаха. Ну, этот момент, я думаю, не стоит комментировать. Неожиданная встреча и приключения. Мой водитель генерал, красивые экзотические виды и многое другое. В итоге наше с вами путешествие заняло 156 дней, за которые мы преодолели больше 20 тысяч километров. Но многие меня спрашивают, пожалел ли я хоть на одну секунду о том, что отправился в такое далекое и очень сложное путешествие. Нет, и несмотря на все сложности, тяжелые условия на самом деле, жару или даже холод, ни на секунду не пожалел о том, что я отправился в это очень тяжелое путешествие. Хотя не могу сказать это про все свои путешествия. И вы на канале Дурной Том, и это заключительная серия моего путешествия автостопом из Латвии до Австралии. И в этой серии я расскажу вам все то, что происходило со мной после того, как мы попрощались с вами в прошлой серии. И в этой серии я расскажу вам, что происходило с нами после того, как мы перешли границу, когда мы въехали из Камбоджи в Таиланд, вот именно после вот этого момента. То есть нельзя заказать еду и покушать на месте. Вот и кафе, рестораны все пустые практически. И далее, как я стал обладателем вот такого прекрасного вида из окна. Но пока окончательно не стемнело, мне нужно кое-что сделать. Я забыл спички. Не, ладно, я шучу, на самом деле у меня есть спички. Ну вот, под треск костра мы можем продолжить. На самом деле у меня написан текст, но я постараюсь рассказать все от себя, потому что есть много нюансов, которые невозможно отыграть как-то по сценарию, поэтому я думаю, мои эмоции настоящие и мои воспоминания настоящие, поэтому будет интереснее, если я буду рассказывать от себя. Но перед этим, друзья, небольшое отступление. Во время путешествия у меня было 2 телефона. Начиная с Китая, я уже начинал снимать только одним телефоном. Но по приезде в Таиланд вы понимаете, что произошло с моим телефоном, и поэтому видеоряда с Тая, к сожалению, не будет. Извините. Ну вот, вернемся к путешествию. В этот день мы вернулись в Таиланд, потому что мы приехали уже второй раз за все путешествие. И мы искали место, где остановиться на ночь, и мы нашли хостел. К сожалению, хостелы были нереально дорогие, и поэтому мы решили оплачивать хостелы подневно, то есть мы платили каждый день. Но буквально, наверное, в какой-то во второй или в третий день мы пытались оплатить хостел, но нам сказали, извините, но мест нет. И это несмотря на то, что в нашем хостеле в огромном помещении было порядка, наверное, 30 двухъярусных кроватей, то есть там оставалось буквально человек 60. Фух. И хостел был, на самом деле, довольно-таки дорогим, учитывая, что это хостел и это Таиланд. Это было, на самом деле, очень дорого. Но через пару дней мы смогли найти комнату по цене хостела, потому что со временем туристы начали уезжать. И первыми уезжали немцы, потом другие европейцы. Но когда уже начали уезжать жители СНГ, я начал настораживаться. Но в этот же момент каким-то чудом нам просто повезло, и нам предложили квартиру за 150 евро в Паттайе. А это город примерно в 100 километрах от Бангкока на юг. И как только мы выдвинулись в это место, в этот город, кстати, правильно, Паттайя и Паттайя. Но на самом деле мы жили в Джомтене, но всем говорили, что это Паттайя. Кстати, а квартира нам обошлась примерно 150 евро в месяц, что примерно в 2 раза дешевле, чем снимать хостел. На самом деле где-то раза в 4, потому что разница была огромная. Ну вот, после того, как стали обладателем собственной квартиры в Паттайе, наконец-то можно было выспаться, потому что в путешествии выспаться было очень сложно. Помимо этого у нас было еще 2 бассейна во дворе. Это просто идеально. И со временем мы начали знакомиться с местными, потому что в Паттайе стало очень мало народу. Точнее, практически все туристы уехали, а Паттайя состоит в основном из туристов. Да-да, такое возможно. В Паттайе нет людей.
Так что у меня была возможность, на самом деле, прогуляться посередине шоссе, которое проходит через Джамтен и Паттайю. Это трехполосное шоссе вот такое вот. И я шел просто посередине дороги, вообще без людей. И это было очень круто. Единственная тема для разговоров с местными была репатриационные рейсы. Я имею в виду местные, потому что в основном были иностранцы. Местные, иностранцы — это одно и то же. Я, короче, в дымовой завесе. Но я верю, что границы скоро откроются, и я смогу продолжить свое длительное путешествие. Тем более, что был настолько близко к Австралии. Но вы ведь помните, что мы были вместе с вами в Сингапуре, а оттуда рукой подать до Австралии. И поэтому мои надежды не умирали. Я надеялся, что очень скоро мы с вами продолжим путь. Но я продолжал оставаться в Паттайе на длительный срок. Но сейчас я вам расскажу, чем я занимался в Паттайе и в Таиланде в том числе. Но перед этим еще одно небольшое отступление. Я расскажу про бюджет. И я расскажу лично про свой опыт путешествия автостопом из Латвии до Австралии. У меня было 5 евро, я показываю 10. У меня было 5 евро в кармане, но у меня были оплачены все визы, прививки, страховки и так далее. Но я никому не советую делать то, что делаю я лишь делюсь своим опытом. Но несмотря на все прививки, я все-таки умудрился заболеть лихорадкой, но об этом я расскажу, наверное, чуть-чуть попозже. И на бюджете я хочу немножко остановиться, потому что многие спрашивают, как это можно поехать, имея всего лишь 5 евро в кармане. Да вот так вот, из моих трат. Первая трата была, это банка бобовых в Латвии, потом я потратился на транспорт в Москве, потом я обменял остаток евро в Казани. После этого мы взяли машину из Кургана до Петропавловска. В Казахстане, к счастью, у меня было довольно большое количество друзей. Салам алейкум, друзья, спасибо вам большое за поддержку. А перед границей с Узбекистаном Андрей, респектище тебе. Это человек, который пожертвовал 25 евро на наше путешествие, остаток которых мы поменяли на юани. Дальше, начиная с Китая, друзья, вы знаете или не знаете, но мы начали зарабатывать деньги. К сожалению, я не могу предоставить точные данные, сколько мы заработали в Китае, в Гонконге, но я уверяю вас, нам было достаточно для того, чтобы прожить несколько месяцев в Таиланде, о опыте которого я сейчас вам расскажу. Еще небольшое отступление. После Узбекистана я заехал в Кыргызстан к своим друзьям. К сожалению, я ничего не отснял в Кыргызстане, потому что я провел время со своими друзьями. Так что, братья, кыргызы, салам, казахи тоже салам. Но тем временем я все-таки продолжу. Что касается заработка, я не хочу никого учить, я просто делюсь своим опытом. То давайте разберемся, нам нужны деньги для чего? Нам нужны деньги или нам нужна еда? Если нам нужна еда, то у нас есть несколько вариантов, как получить еду. Первое, допустим, это как у меня было в Китае, когда я подошел к одному из барменов в кафе, который оказался по совместительству хозяином, и он предложил нам супчик и дал с собой хлеб с напитками. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. И на самом деле я не пользовался часто этим советом, но он меня один раз выручил, поэтому, возможно, выручит еще раз. Второе — это воспользоваться. На самом деле, воспользоваться звучит, наверное, грубовато, но это воспользоваться добротой людей, которые заинтересованы в путешественниках. И на самом деле таких людей огромное количество. И поэтому можно обратиться к таким людям с просьбой покормить вас. И я вас уверяю, огромное количество людей, которые заинтересованы в путешественниках, и они прям с любопытством будут смотреть на вас и будут предлагать вам помощь, и они будут испытывать радость от этого. Потому что я делаю то же самое, и я знаю, как люди чувствуют себя, когда они помогают другим. И третье — это волонтерская работа. Я лично сам еще такого не пробовал, но смысл заключается в том, что мы ищем где-нибудь в ВК, Facebook, я даже не знаю, разные форумы, короче говоря, социальные сети. И там мы ищем какой-то вариант, допустим, ферма, которая предлагает нам работу за еду и за проживание. Я надеюсь, что в одной из серий я все-таки смогу вам показать, как это выглядит на практике, потому что мне самому это очень любопытно. Ну вот, а что касается денег, то сколько денег и для чего вам нужно? Потому что многие, допустим, визы в путешествии нужны, но практически все визы оформляются заранее. А что касается транспорта, то транспорт в случае автостопа бесплатный, проживание вы знаете. Это в основном либо палатка, либо каучсерфинг, либо, я даже не знаю, бывают еще случаи, когда кто-то может предложить у себя переночевать, как у меня было, допустим, Боголюбова подошел ко мне. Всем автостоперам пис.
И деньги могут понадобиться на какие-то непредвиденные траты, допустим, как у нас репатриационные рейсы, которыми мы, к сожалению или к счастью, не воспользовались и остались в Таиланде. Но в таких случаях всегда можно попросить кого-то из родственников: братья, пришлите, пожалуйста, денег или купите мне билет. Да, такие варианты бывают, но такое нужно рассчитывать. Но я никому не советую отправляться в огромное путешествие, не имея ни опыта, ни денег, потому что вы никогда не знаете, сколько денег и в какой момент вам понадобится. Поэтому это довольно-таки рискованно. И если бы я отправлялся в похожее путешествие еще раз, я бы взял бы, ну, минимум, наверное, 500, 700, а то и 1000 евро, потому что вы никогда не знаете, какие траты вам понадобятся. Я уже не говорю про вот эти вот штуки, которые стоят денег, микрофоны и любая другая техника, если вы собираетесь, конечно, снимать. Но на самом деле я думаю, что тот, кто смотрит путешествие, он сам не собирается снимать, а скорее просто заинтересован в том, чтобы посмотреть, как путешествуют люди. И я на самом деле очень рад, что вы со мной путешествуете вместе. И спасибо вам огромное, друзья. И еще очень важный момент для людей, кто отправляется в Китай. Друзья, обязательно возьмите с собой запас юаней, потому что деньги поменять практически невозможно. Я имею в виду, без посторонней помощи это просто невозможно. Невозможно найти обмен валют, и в банке они не обслуживают иностранных клиентов. Поэтому обязательно имейте юани. А что касается других стран в Юго-Восточной Азии, то я бы не советовал бы вам рассчитывать только на банковские карты и желательно иметь мультивалюту, то есть доллары, евро, фунты или другую валюту. Но что-то я немножко отвлекся от своего рассказа, давайте вернемся обратно в Паттайю, и я расскажу вам, что там происходило. Я постепенно начал знакомиться с местными людьми, я имею в виду с местными и тайцами, и иностранцами, и соседями в том числе. И тайцы нас обучали готовить местные блюда, которые были очень вкусные и довольно-таки дешевые. А соседи нам давали наводки, где можно приобрести продукты подешевле. Допустим, одно из самых дешевых мест в Паттайе, где можно купить продукты, это знаменитый базар «Титаник». Это уходящий вдаль навес, который не имеет ни одной крыши и протяженностью, наверное, несколько сотен метров, я не знаю сколько. И что меня удивило, что внутрь въезжают люди на мотороллерах. А что касается фруктов, овощей, то я умудрялся покупать манго за 10 бат килограмм. Это примерно 30 центов. А помимо манго я также приобретал и огурцы, и помидоры, и другие фрукты и овощи по очень выгодным ценам, для меня, понятное дело. Так что моего бюджета мне хватило на жизнь в Таиланде на очень продолжительный срок. Вот такие вот продукты взяли. Ананас за 8,5, драгонфрут за 5, буханка хлеба за 12, всякие сладости, все очень дешевое. Такие вот пончики по 3. Но каким-то чудом нам предложили взять наши вещи и переехать в другую квартиру. Я вначале не понял, в чем фокус, но маклер Анна сказала, что я об этом не пожалею. И я действительно не пожалел, потому что мне предложили двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. То есть я заплатил за 2 комнаты 150 евро в месяц. И одну из комнат я умудрился сдать местной тайке, которая смогла научить меня готовить очень вкусные дешевые блюда из Таиланда в обмен на общение. И на практику английского в том числе. Так что, друзья, изучайте английский язык. И как только я освоился в Паттайе, ввели комендантский час. То есть я не мог выходить на улицу после, если не ошибаюсь, то ли 9, то ли 10 вечера. Но по большому счету это было неважно, потому что солнце еще светило, то есть это было до заката, а до заката стояла жара. Температура воды и воздуха была примерно плюс 33 градуса, и поэтому, если открываешь ночью окно, то, в принципе, ничего не меняется. Ну вот, а помимо этого еще ввели запрет на выезд из провинции в другую провинцию. Но в моем случае я мог выехать из Паттайи, допустим, в Бангкок только в одном случае – репатриационный рейс. И на границе стояли полицейские, я имею в виду на границе на трассе, на границе нескольких областей, так скажем, стояли полицейские, которые проверяли документы, и в случае чего был шанс попасть в тюрьму. Друзья, я думаю, что никто не хочет попасть в тайскую тюрьму, но я об этом чуть-чуть попозже расскажу. Но я расскажу прикол про комендантский час, потому что стояла гробовая тишина, как наступал комендантский час. И буквально 5 минут спустя находился какой-то парень на мопеде или на мотороллере, я не знаю, но он ездил по району с огромным шумным выхлопом. Ну, то есть вы понимаете, как ездят мотороллеры. И он ездил каждый день, наверное, на протяжении, может быть, недель-2. И потом, короче говоря, он пропал. А штрафы, кстати, были порядка 2000 евро. И возможность попасть в тюрьму, о которой я расскажу вам еще чуть-чуть попозже. Кстати, я забыл сказать, что за этим парнем гонялась полиция, я думаю, по понятной причине. И одна история. Один мой знакомый
Если вы не знаете, то электронные сигареты в Таиланде запрещены вплоть до тюремного заключения. То есть, если у вас найдут электронную сигарету, то сушите сухари. И, короче говоря, один мой знакомый, он увидел пост полиции, и он прямо перед ними выкинул в кусты электронную сигарету. И полиция не смогла найти ни в кустах электронную сигарету, ни у него в карманах, но они заставили его заплатить штраф. И под страхом тюрьмы он заплатил, если я не ошибаюсь, ну, короче говоря, заплатил довольно-таки хороший штраф, если вы понимаете, о чем речь. Ну вот, а что касается комендантского часа, то был еще один прикол с местными тайками, потому что они любили напрашиваться в гости, и именно это был тот момент, когда наступал комендантский час, если вы понимаете. Ну, что значит, если вы понимаете? Короче говоря, за полчаса до того, как наступал комендантский час, девушка уже была в гостях, и она под любым предлогом пыталась остаться как можно дольше. Точнее, не то, что под предлогом, я ей намекал, что успеешь ли ты доехать до дома, и, короче говоря, она говорила, что да-да-да, я успею, оставалось там 20 минут, я еще раз у нее спрашивал, да, я успею, оставалось минут 15, я говорю, все, уже надо выезжать. Ну, то есть ты не успеешь до дома, а штрафы реально огромные, причем штрафовали как иностранцев, так и тайцев. То есть полиция, в принципе, не разменивалась по мелочам, откуда ты. И, короче говоря, тайка говорила, что, ой, я у тебя останусь, потому что я не успею до дома. Я говорю, так ты же говорил, что ты успеешь. Да, но я живу так далеко, и, короче говоря, она с самого начала не собиралась никуда уезжать. Но так как у меня была возможность приютить гостя, то, конечно, я не выкину девушку на улицу, поэтому она оставалась на ночь. И на самом деле это происходило не один раз. Такие случаи происходили, ну, если не ошибаюсь, ну, раза 3-4 точно. Еще один такой момент, что многие тайки считают престижным общаться с иностранцами, и у них есть своего рода фетиш на парней со светлой кожей, голубыми глазами, светлыми волосами. То есть для них это экзотика, как для нас, допустим, те же тайцы для нас экзотические, а для них мы экзотика. Ну вот, и многие хотели проводить время только потому, что ты иностранец. Хотя я припомню, что очень часто было такое, что я не знаю почему, но мы просто молча сидели, я пытался как-то разговаривать, и я вижу, что нет заинтересованности в общении, но и тем не менее девушка не уходила домой, и это было немного странным. Что я немного отвлекся от темы путешествия, но рассказываю, что происходило со мной в Паттайе. Ну ладно, давайте вернемся все-таки к путешествию. Если кто скучал по снегу, то вот вам, пожалуйста. В общем, в Тае я был уже, наверное, месяца 4-5. И к этому моменту комендантский час уже отменили, поэтому у меня была возможность выходить после заката на пляж, который, к счастью, находился в непосредственной близости. Я видел из окна море, то есть это было просто шикарно. Короче говоря, на этом пляже съезжались тайцы, в основном они приезжали на пикапах, и они проводили вот так вот вечера. И это была не только пятница и суббота, они часто проводили так вечера и в понедельник, вторник, среду и так далее, в любой день недели. И что интересно, то пересекаясь взглядами с любым тайцем, они улыбались в ответ. И это на самом деле было настолько волшебно, когда ты рассчитываешь, наверное, я даже не знаю, как это объяснить, но ты рассчитываешь, наверное, немножко на другую реакцию, и ты встречаешь, точнее, твой взгляд встречается улыбкой, и на душе становится сразу тепло. И очень многие тайцы у меня сразу спрашивали, как дела, они улыбались, они были заинтересованы в разговоре. И что самое интересное, что я когда видел, что они чем-то питаются, я спрашивал, что это такое, они сразу незамедлительно спрашивали, знаешь, что это такое или нет, и они предлагали это продегустировать. И это на самом деле, это было очень круто. Короче говоря, по приезде, точнее, по моменту, когда я уже отправлялся домой, температура и днем, и ночью, и воды, и воздуха была примерно плюс 33, плюс 32. И к моменту, когда я подходил уже к дому, это довольно-таки большой комплекс, в котором, если я не ошибаюсь, по-моему, 6 или 7 этажей, и, я не знаю, пару сотен, наверное, квартир. Так вот, с одной стороны дома было, наверное, 4 огня, и тогда я понял, что даже моих соседей уже не осталось в Таиланде, что все уехали, и я остался практически один. Даже те люди, которые обладали недвижимостью, они не могли находиться, точнее, они не могли продолжать находиться в Паттайе, потому что у них не было на это разрешения. Потому что вначале у нас был месяц, а я напомню, я был последним туристом, который въехал в Таиланд. Поэтому у меня был месяц на посещение, после которого у меня было 3 месяца амнистии, если я не ошибаюсь насчет сроков.
И, короче говоря, прошли вот эти 4 месяца, и амнистия закончилась, и поэтому нужно было что-то делать дальше. И я пытался писать государству, просить какие-то разрешения и так далее, чем на самом деле занимались очень многие иностранцы и в момент до амнистии, и во время амнистии и так далее. Поэтому, короче говоря, ситуация была так себе. Но из плюсов, что когда закончилась амнистия, я все равно еще мог находиться в Таиланде. И я продолжал находиться до последнего, потому что я верил, еще чуть-чуть, и все границы откроются. Потому что в этот момент Гонконг и какие-то другие страны типа Сингапура, они уже поговаривали о так называемых пузырях путешествия, когда из одного места можно уехать в другое. Но моя ситуация была не самая худшая, потому что были ребята, которые находились в Таиланде буквально 2-3, может быть даже больше. И они находились несколько лет нелегалом, потому что у них виза всего лишь на месяц, но они продолжали жить в Таиланде. И, короче говоря, им грозила тюрьма, да, ребята, и огромный штраф. То есть это штраф порядка несколько тысяч евро. И что хуже, это тюрьма, потому что условия в тайской тюрьме это просто отвратительные, потому что даже еду нужно покупать за собственные деньги. Если у вас нет денег, то вы можете рассчитывать лишь на помощь извне, либо вы останетесь в огромных крупных долгах перед местными жителями. Ну, вы сами понимаете, это, наверное, не самый лучший выход, если вы иностранец в чужой стране. Но была небольшая лазейка, чем пользовались эти ребята, потому что они приезжали на репатриационный рейс, который организовывался каким-то консульством, допустим, какой-то страны. И так как был местный консул, то они смогли договориться о выплате небольшого штрафа. Допустим, они спрашивали, они говорили, у вас штраф, там, допустим, 2000 евро. А парень говорил, у меня 200 евро. И они понимают, что либо 200, либо его отправляют в тюрьму, а начинается корона, все дела. Поэтому они выписывали ему штраф на 200 евро, и парень благополучно выезжал из страны. Да, конечно, у него был какой-то запрет на время въезда, но я думаю, к этому моменту, когда вы смотрите видео, этот счастливчик может обратно отправиться в Таиланд. Чего я желаю, кстати, и вам. И все когда-то подходит к концу, и так подошло наше с вами путешествие автостопом к концу. К сожалению, амнистия закончилась, и мне пришлось купить билет за 600 евро, и я отправился домой за 600 евро на самолете. Но из хороших новостей, что спустя несколько месяцев я отправился на машине путешествием до Англии и обратно, после чего мне пришло вдохновение отправиться в новое путешествие, которое вы увидите уже на следующей неделе. Отснято большое количество серий, и это не все. На самом деле, после этого путешествия будет еще более крутое, прикольное путешествие, которое начнется буквально скоро. Так что спасибо всем друзьям, кто был со мной, кто писал комментарии, ставил лайки, хоть как-то меня поддерживал. Огромное вам спасибо. И на самом деле это огромная прям поддержка для меня читать комментарии людей, пусть даже их не так много, но каждый из комментариев греет мне душу. Я прям с огромным удовольствием читал во время путешествия, когда мне было на самом деле довольно-таки трудно, не хватало, может быть, мотивации, потому что вы увидите, что со мной случилось в этом путешествии. И несмотря на это, ваши комментарии, они грели мою душу, и это было очень круто, поэтому спасибо каждому человеку, кто поддержал меня в этом очень долгом путешествии до Австралии. К сожалению, в этот раз у меня не получилось доехать до Австралии, но я думаю, никто из нас не расстроится, потому что впереди нас ждут новые путешествия. И еще огромное спасибо всем остальным людям, кто меня поддержал, допустим, кто меня хостил, кто меня подвозил, пусть даже на километр, на 2, но часто вы были участником моего путешествия, вы сделали то, без чего я бы не смог бы сделать этот огромный путь. Я имею в виду, я бы не смог бы его проделать без вас, поэтому каждому из вас огромная благодарность и приятного просмотра следующего путешествия. Спасибо, друзья! Но еще небольшое отступление. Если у вас есть хоть какой-то вопрос, пожалуйста, задавайте его в комментариях, и я отвечу на каждое сообщение. Ah